Всем привет, с вами профессор Березовский. Добро пожаловать на мою новенькую лекцию по Call of Duty Mobile. В последнее время я наблюдаю очень много жалоб на стримах и в комментариях под роликами. Ребят бесит, раздражает, когда они встречают врага с классом защитник. Вот смотрите, неприятная ситуация, согласитесь? И вот как с этим бороться? А что, если я скажу тебе, что ослепление можно избежать вообще? Да-да, мой друг, ты не ослышался сейчас. Можно вообще не ослепиться, вот от слова совсем. Что я за профессор, если не нашел бы такой способ и не рассказал бы о нем тебе? Ведь мы с тобой уже давно договорились. Лайкос с тебя, годный контент с меня. По рукам и комментарий также не забудь. Но сегодняшняя лекция, ребята, посвящается не только борьбе с классом защитник, но и с многими другими. Я сейчас попозже покажу, с какими именно, и также научу вас правильно мансить, потому что я смотрю на стримах, особенно на кастомках, ребята до сих пор не умеют мансить. Итак, сегодня на лекции мы с вами изучим, как бороться с классом защитник, то есть как не ослепнуть от щита вообще, и как себя вести, если вы все-таки ослепли. Далее, как бороться у нас с клоуном, когда вот эти зомби выпускаются. Как бороться против десантника, что делать. Далее, как поставить щит за спиной у себя, да-да. Далее, как бороться с механиком, вот с этим вот там, где стрелка. И кое-что расскажу про полтергейста, о чем ты, возможно, и не знал. Перед началом хочу сказать огромное спасибо Ване под ником Еон за то, что помог мне отснять всю эту обучалку. Мне все эти гениальные идеи пришли в 4 часа ночи, я написал Ване, сможешь ли ты мне помочь? И он сказал, да, конечно, помогу. Огромное, Ваня, тебе спасибо. А сейчас наливайте себе самый вкусный чай или вообще приготовьте кофеек, возьмите вкусняшек, устраивайтесь поудобнее, ну а мы начинаем. В сегодняшней лекции мы будем проходить материал от простого к сложному. Для начала, как поставить щит за спиной. У вас есть вот такой глазик, благодаря которому вы можете поворачивать камеру, не поворачивая персонажа. Крутим назад, вот так вот. И смотрите, получается, персонаж смотрит вперед, да, а камера поворачивается назад. И щит ставится не там, где персонаж, куда он смотрит, а ставится туда, куда смотрит камера. Не знаю, баг это или нет, но все же можно прикольнуться над другом. Конечно, в реальном бою вряд ли вы так сделаете, но можно вот так вот просто прикольнуться над другом. Типа, вуаля, смотри, ну-ка смотрите. И враг ослеплен, все, гениально. Вот так вот, ребята, по приколу, но гениально. Далее, давайте подробнее изучим нашего полтергейста. Итак, сначала замеряем, сколько же секунд длится полтергейст без чипа, то есть без улучшения. Вот у вас таймер на экране, и насколько я помню, было 15 секунд и немного больше, то ли 20, то ли 25 с чипом. Но все равно смотрим. Так, и вот, 15 секунд, то есть без улучшалки, без чипа, получается у нас 15 секунд, ребята. Вот такие дела. Давайте замеряем количество секунд, если мы возьмем улучшалку, чип, и у нас полтергейст будет фиолетовый. Вот он, невидимый. Так, далее. Ага, 6, 7. То есть, получается, сейчас первая информация будет, сколько секунд, да, длится вообще этот навык, чтобы вы имели в виду, сколько секунд вы будете вот в таком состоянии. Но смотрите, абсолютно слышно. Так, 20 секунд. Но все уже услышали, абсолютно все, ребята, что вы полтергейст, потому что и звук понятно, и у вас на радаре все это светится. Думаю, понятно. Давайте кое-что я вам еще покажу, расскажу и так далее. Смотрите, как только вы юзаете класс полтергейста, хопа, все, вы абсолютно невидимы на несколько секунд. Я конкретно, давайте посчитаем вообще, да, в дальнейшем, сколько это длится. Но, ребята, фишка в том, что вы абсолютно невидимыми становитесь. Вообще пропадаете с экрана. 2 секунды, ребят, 2 секунды. Интересно, сколько будет секунд, конечно же, с улучшалкой, но все же, смотрите. Так, вот с улучшалкой тоже 2 секунды. Ситуация не меняется, но возьмите на заметку, вы абсолютно невидимы 2 секунды. Далее, ребятки, как бороться с механиком. Это будет самая быстрая лекция в вашей жизни, поверьте мне. Вот механик. Берем ФХДшку и уничтожаем механика с одного шота. Вуаля! А что будет, если механик будет двигаться? То есть на вас, да? Давайте посмотрим. Вот механик, он движется. Все, ФХДшка его убивает, потому что ФХДшка самонаводящаяся. Самая короткая лекция в вашей жизни. Далее я расскажу, как бороться с классом клоуна. Я знаю тайную технику борьбы против зомби. Это техника Шаолинь, господа, и она поддается не каждому. Упс.
Ладно, чутка порофлили и хватит, я считаю, на каждой лекции должна быть минутка расслабона. Теперь действительно, как бороться с классом клоуна. Вот кидает, собственно, зомби, и мы должны в первые 3 секунды сразу расстрелять эту гранату. Тогда все зомби уничтожатся от гранаты. И если вам повезет, даже враг получит дамаг, если он кинул ее рядом с собой. А что будет, если немножко запоздать? Давайте посмотрим, ждем. И немножко запоздали, и да, и вот тогда расстреляли. Все, ребят, тогда вы не успеете. Если вы запоздаете, вы не успеете. Надо в первые 3 секунды сразу расстрелять гранату. Вот такие дела. Следующий совет посвящен борьбе с классом десант. Как максимально быстро уничтожить десантника, который вызвал враг. Возьмем ФХЖшку. И вот тут очень странно, ребята, на стримах и в некоторых катках, когда я играл, у меня срабатывала самонаводяшка. А вот сейчас почему-то, когда мы снимали вот эту обучалку, у меня не срабатывает почему-то. Но все же, ребят, ФХЖшка и ракетница с одного шота убивает десантника. То есть забрать можно очень легко. Увидели десанта вдалеке, выстрелили и все. Давайте проверим газовую по времени. Газовая, ребят, очень долго, но газовая может забрать врагов, которые стоят рядом, например, сзади. Поэтому газовая полезна, но убивает самого десанта очень долго. Давайте проверим обычную гранату. Ведь граната как бы мощная, по идее, и должна забирать с одной. Но, ребят, смотрите. Граната обычная забирает с 2 этих штук. Вторую кидаем и проверяем. Опа, ждем по таймеру. Все, забрала. А как же, вы спросите меня, вот эта вот рассыпная кассетная граната, да? Она ведь мощнее, чем обычная. Ну, по крайней мере, дамага должна больше наносить. Но, ребята, нет. Кассетная, точно так же, как и обычная, убивает с 2 гранат. Поэтому самый офигенный способ — это ракетница и ФХЖшка. Наслаждайтесь. Ну и напоследок самое сладкое, и, пожалуй, то, ради чего мы все с вами здесь собрались. Как вообще не ослепнуть, когда враг играет с классом защитник и выставляет перед собой щит. Сейчас поберегите глазки, будет не очень приятно. Итак... Ага, и мы ослепляемся. Очень неприятно, ребята, но с этим надо бороться. Вначале, зачем я это сделал сейчас, будет теория. Давайте разберем четко по полочкам саму механику игры с щитом, то есть когда враг выставляет щит. Смотрите, первое. Сначала для нас сигналом будет начальный щит, он его выставляет в самом начале. Далее, визуально, для нас сигнал — это первая вспышка, которая вас не ослепляет. Ну а потом, после этого уже идет в замедленном повторе наше ослепление. То есть у нас визуальных 2 сигнала — щит и псевдо-вспышка. Давайте дальше, ребят. Сколько нам нужно времени на реакцию, чтобы от щита до вспышки? 62 секунды, то есть чуть более чем полсекунды нам нужно на реакцию, ребят. Это сложно, но поверьте, это возможно. Сейчас я вас научу, как именно избежать вообще эту вспышку. Ребят, еще одно, смотрите, про визуальную часть я вам сказал. Теперь будет аудиочасть. Смотрите внимательно. Ничего не заметили? Ага, давайте я сделаю повтор и громко. То есть, ребята, помимо визуальных, еще аудио, еще у нас будет звуковой эффект, поэтому опираемся также на звук. Не забывайте, звук очень важен в игре. Кончились теории, теперь переходим к практике. У профессора для вас аж целых 2 способа, как вообще избежать ослепления. Первый способ будет попроще для тех, кто играет хуже, а второй способ будет потруднее для тех, кто играет круче. Итак, первый простой способ. Первый сигнал получаем, да, щит выставляет наш враг. Далее, смотрите, второй сигнал — это псевдоослепление. При этом вам нужно зажать кнопку «Лежать», чтобы дропшотнуть, и повернуть резко камеру влево, ну или вправо, кто как бы левша или правша, неважно. И чтобы вы бревном не легли на землю, нужно еще джойстик отвести влево или вправо, то есть в противоположную сторону. Вот, получается, теперь мы делаем вот так. Опа! Обратно. Вы видали? Вы видали? Вообще нет ослепления. Ну как вам лайфхак? А? Цыганские фокусы от профессора. Теперь, ребята, то же самое, только без стрелок. Делаем дропшот, разворачиваемся. И вот так вот, да, своего врага мы, собственно, теперь видим и стреляем. Теперь посмотрим от лица врага, как это выглядит. Итак, смотрите. Враг видит нас перед собой. И смотрите, у врага тоже некое ослепление, то есть вот эта вот слепка для него тоже действует, поэтому мы должны уйти от его прицела вниз, делать дропшот, потом обнаружить врага, то есть в поле зрения его взять, развернуться, а далее уже по желанию, по своему вкусу мы двигаемся как угодно, то есть прыжки, мансы и так далее. Давайте посмотрим то же самое, только без стрелок и быстро. Вот так, бамс, бамс, и все, и пошли, да, и двигаться пошли. Вот так, ребята, вот так. Теперь второй способ, тот, который посложнее. Он связан с правильной техникой, как мансить. Многие ребята мансят неправильно. Вот смотрите, враг
и мансят ровно прямо. Ребят, так делать нельзя. Мансить надо по диагонали влево или по диагонали вправо. Смотрите, сейчас я покажу, как мансить не надо, неправильный способ, то есть прямо от врага. Ребят, так делать не надо, потому что дистанция очень простая, чтобы вас забрать, смотрите. Вот сейчас я буду мансить вот так вот, и в принципе вы находитесь на одной плоскости для врага, и вас забрать очень просто, потому что вы находитесь, повторюсь, на одной плоскости, на одной вертикали, и вас забрать очень-очень легко, не нужно прицел влево-вправо вводить, а нужно его держать просто по центру. Теперь показываю, как мансить правильно. Помимо того, что нужно правильно мансить по диагонали, так еще нужно это делать в разные стороны. Вот так, да, влево, вправо, влево, вправо. Для этого нужно вам правильно настроить, конечно, свою сенсу, но правильно мансить вот так. Давайте посмотрим то же самое, то есть мои движения, уже от лица врага. И на этом будет завязан второй способ уже борьбы против щита. Смотрите, вот сейчас вообще будет топчик, ребят. Смотрите, оп, оп, улетел, оп, улетел. Ребят, видели? Давайте покажу немного это замедленно, чтобы вы понимали, насколько сложно при таком раскладе будет забрать врага. Это вам не то, что раньше, да, вот то, что я показывал по прямой, смотрите. Вот, и смотрите, вправо, влево. Но это я в замедленном повторе показываю, но все равно, ребят, смотрите сейчас, какие рывки будут. Раз, два, раз. Вот как забрать при том, что враг будет вот так мансить? Как его забрать? Тем более, что он отдаляется. Итак, правильно мансить мы с вами научились. Теперь, собственно, второй способ посложнее. Второй способ завязан на том, чтобы вместо дропшота начать мансить, потому что, когда вы делаете дропшот, ну, по сути, если нормальный враг попадется, он вас, наверное, заберет. Хотя тут все зависит от реакции. Но все-таки дропшот, он более опасен, чем этот второй способ. Смотрите, ребят. Первый индикатор. Враг выставляет щит. Итак, вам нужно сделать разворот на 180 градусов и начать мансить. Но начать правильно мансить. Делаем разворот и начинаем мансить, да, вправо-влево, вправо-влево. Вот на чем завязан второй способ. Вы обнаруживаете врага, дали дропшот и стреляете. Давайте посмотрим все это от лица врага. Итак, выставляем щит и начинаем мансить. То есть это гораздо сложнее для врага, особенно хорошего. И тут, внимание, у вас может быть вопрос, почему этот способ лучше? Да потому что если вы не сможете и вас ослепит, то когда вы будете мансить, вы все равно ослепленным будете мансить. А если вы сделаете дропшот, вы тупо потеряетесь. Вот в чем разница. Второй способ лучше, потому что вы все равно будете оставаться в движении. Итак, сейчас нас ослепят, смотрите. Ослепили? У меня не получилось. Но я все равно остался в движении, я запомнил раскладку и по памяти нажимал на кнопки подкат и прыжок. И получается, смотрите, ребята, смотрим это все от лица врага. Сейчас мы ослепим, но наш враг, то есть мы будем продолжать двигаться. Видите, ослеплены, но продолжаем двигаться. Если бы это был бы дропшот, вы бы ослепленным просто калачиком лежали бы на земле, как какашка. И враг вас бы легко, очень легко забрал. Итак, смотрите, опа! Все, давайте еще раз, да, так посмотрим. Как бы контрольная работа. Обнаружили врага, дропшот и его забираем. То есть, ну, я думаю, понятен способ. Думаю, объяснил, все понятно. Теперь все то же самое, только от лица врага. Опа! Раз, да, два, раз, дропшот и стреляем. Вот такие дела, ребята. Надеюсь, как всегда, все для вас было полезно. Как всегда, ребята, с меня годный контент, а с тебя лайкос, подписка и комментарий. Пиши, полезно или нет, и насколько тебе все понравилось. Всем до новых встреч, и, ребята, пока-пока.